be on my way now. Где я? В Казахстане. С кем я? Со своим муженьком сбежавшим. Так, мы приехали на озеро такое. Соня с фотоаппаратом. Мы тут увидели коня. Я взяла с собой ботфорты, как вы думаете, контент делается. Сейчас как на коня залезем. Хоть этот влог и про Японию, лично я не смогла не показать вам кусочек из Казахстана. В Казахстане я проездом, так как сейчас не вылететь прямым рейсом из России никуда. Да и Саша здесь оказался. Значит, мы на экскурсии. Вот на таком луке. Сейчас будем что делать? Фоткаться на коне. За 500 тенге. Тенге, Вик. Тенге. Тенге. А Саша просто взял и свалил. Свалил на коне. Просто свалил, чтобы не фоткаться со мной. О! Вик, только, пожалуйста, не упади. Смотрите, у меня конские сапоги. Они специально. Я специально везла. Подштанники эти. Я в Казахстане. В чем? В сапогах. Что делаю? Контент для вас, мои дорогие подписчики. Идем кататься на лодочках. Съемка с сапожками закончена. Кайф, какая красота. Саш, давай, как ледокол. О! Назад, брат. Понял, брат. Брат. Понял, сейчас вернемся. Мы как русский ледокол. Столько контента красиво, блин. Как красиво. Мы боялись, что озеро будет замерзшее, а оно не замерзшее. Хай. В Алматы очень крутая природа в супер легком доступе, поэтому без каких-либо вопросов, холодно, не холодно, я не смогла упустить возможность увидеть такую красоту. А мы взяли тур «Жемчужины Тань-Шаня» на весь день. Представляете, всего за 1600 рублей с человека. Мне кажется, таких цен нет уже вообще нигде. Это очень дешево за такие виды. Очень сильно рекомендую всем, кто здесь окажется. Вот на таком уазике мы ехали. Красота неописуемая, но очень холодно. Я все думала, что я буду вам снимать из Алматы. Тут офигенный, супер офигенный магаз. Просто я сейчас буду в шоке. Тут офигенный выбор Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Ами. Сейчас буду все мерить, вам показывать. Так, зацените мой первый лук. Yohji Yamamoto. Блин, просто офигенно. Блин, какой тут офигенный выбор. Какой офигенный. Comme des Garçons. Да. Представляете, я заказала себе этот плащ до войны. Он пришел в Россию, но мне не отдали. Хочу все. Супер огромный выбор. Таби, Марджелла. Вот здесь Корна. Даже здесь, например, есть костюм, как мы в Париже Ксюше купили. Очень большой выбор Марджелла. R13, Таби. У нас ни в одном российском магазине такого выбора не было. Даже до войны. Джуни Ватанаbe. Просто очень много всего. Офигенного, красивого, необычного. Очень крутая выборка. Очень. Вот это моя любовь. Слышите, да, как я разговариваю? Мои эмоции. Я в восторге. Какие-то тут кархарты в грязи. Вообще
Что это за бренд? Очень модно. Zero. Тут есть, посмотрите, какой корнер. Просто офигеть. Короче, российские ребята, кто хочет на шопинг, походу нужно сюда ехать. Я сейчас себе куплю плащ Margiela и кепку. Смотрите на объемы Тома Брауна. Кто это носит все в Казахстане, непонятно. Магда. Короче, все, что хотите. Это мужской. 3 этажа. Представляете? Джилл Сандер. Очень большой выбор, блин. Тут реально просто топ. Знаете, ни в одном парижском мультибрендовом магазине нет такой подобранной селекции. Короче, вот этот магазин. 3 огромных этажа, просто офигенная селекция. Рекомендую от души. Это просто любовь. Смотрите на него. Плащ стоил 1 716 000 тенге. Это, конечно, не дешево, но я об этом плаще мечтала очень давно. Не смогла себе отказать, мне тем более скоро день рождения. Также я купила себе худи Александр Ванг за 228 тенге вот в этом магазине. Очень классный. Короче, еду в Японию без денег. Классно. Это же налога. Куда мы идем? Сдавать тест. Такие виды, конечно. Собираемся уже в аэропорт, и нам приходит вот такое сообщение. Круто! Господи, мы когда-нибудь уже улетим? Мы летим Asiana Airlines, и тут уже такая еда по Азии. Ну что, мы в аэропорту Сеула. Все закрыто, ночевать нам негде. Капсульные отели все sold out. Авиакомпания ничего нам не предоставляет, потому что туманы были. Не авиакомпания виновата. Сутки просраны в Токио. Еще и ночевать будем. Где? На лавке. Так, ну что, мы нашли, где будем спать. Вполне себе, как говорится. Так, ну что? Так, ну что? Все видео я начинаю с «так, ну что?». Знаете, что хочется заметить и отметить? Какие идеальные здесь туалеты. 0 запаха, все просто идеально вылизано. Это так приятно, особенно после дырок в полу в Казахстане. А настроение – завтрак. Саша, как твои впечатления от такого завтрака? Очень остро. Учитывая, что у тебя был 1 перчик, да? Из 3. У меня без перчика, и все равно это очень остро. Так, ребят, тут все серьезно. Все проверяют повсюду. Эти ковидные проверялки, карантины и бумажки. Ребят, человек здесь сидящий повернулся к нам, спросил, может ли он откинуть сиденье. Внимание, насколько он откинул сиденье. Одни эмоции, Саш, мы как будто в лето приехали. Короче, карту нашу не принимает, пришлось снимать деньги, потому что это только койны либо деньги. Что смотрим? Потолки низкие. Мини-бикини. Стучится в дверь ко мне! Гуляем по Токио. Нравится? Как тебе? Да, красиво.
забыла. А где маска? Я же русская. Сейчас без маски. My life, my rules. Короче, приехала Вика Салават со своим нахлебником. Какая красота! Мы наели. Сейчас нам скажут. Ничего не понятно. Курить нигде нельзя. Мы пришли в курилку. Ну, в смысле, мы не курим, ребята курят. Курить вредно. Ну что, заходим. И что тут? Это все бренд Capital. Такие цены. Блин, пришли сюда за бомбером классным, все уже sold out. Все, что осталось, мне что-то уже не особо нравится. Так, странно, были сейчас в Марджеле, делала селфи себя в зеркало. Мне запретили себя фоткать. Какой-то бред. Такие вот правила тут. Саш, когда мы уже будем? Вот это шоу! Мне кажется, супер вкусно. Пока выглядит как хрючево. Капусту. А еще нельзя хавать, братан, должна быть Ты запись. должен это сам мешать теперь. Да, чувак. Вот так. Не, в натуре еще рано. It's not yet ready, right? Can we eat it now? Now. Thank you. Когда начали зажаривать, реально прикольнее стало. Когда корка вот это появилась, она реально вкусная. Ребят, но мы что-то не то выбрали. Короче, мы вам не советуем это место. Не, я даже не советую. знаю, как оно называется. Что-то кукурузное. Смущает. Покажи подписчикам. Саня, короче, купила вот этот прикол. Это все вот с фасолью есть, смотри. Суповую основу выпей, ну-ка. Давай, вкусная же тема. Она полезная, Это реально. пахнет, как когда банка кукурузы. Вода. Ну, вкусно, окей. Ну, нормально же. Ну, Да. кстати. Серьезно? Фу, меня аж передернуло. В смысле, она еще и с кукурузой, с дольками? Прикольно, что здесь 3 North Face. North Face стандарт, North Face просто и какой-то North Face. Прикольно, что у них в заведениях вот такие муляжи из пластика. Чисто страна запретов. На стенку облокачиваться нельзя.
Марти Минкевич в коллаборации Готье. Цените бренд Сейл у нас, который стоит просто бешеных денег. 15 тысяч рублей лонгслив. Супер обычная, базовая вещь, но, блин, 15 тысяч. Почему бы не взять? Вот такие цены тут. Считаю, 185 делить на 2. А, вы ставите 203, 100 тысяч рублей стоит. И у нас цены. Короче, все японские бренды здесь в разы дешевле. Вообще. Тонь, берем. Повернитесь, пожалуйста, сзади. Вообще кайф. Ты меня одеваешь. Нет, да, я ее не одеваю. Я обозначила. А я сегодня в костюме вот с такой юбкой российского бренда Никоронова. Никоронова. Короче, приложу здесь ссылочку. Представляете, Кирилл говорит на китайском. Тоже прикольный бомбер. Это Йоши? Пиджак классный. Да? Мне не особо нравится. Вот рубашка прикольная. Смотрите, какие новенькие пришли.2008年，对，我来2006年。结束以后你来。哎，以后对。哇，你这中文太好了。哪里好？我不明白你说什么，哪里好？然后美完事以 Прикольно, в 后 Японии 是 такс-фри дают, прикиньте. 这个 Так, Кирилл разболтался на китайском, уже ведут в курилку местную. Это какой-то рандомный винтаж возле обменника. Стоит 30 делить на 2, 15 тысяч рублей. Бери, тебе по вайбу подходит. Типа русский бандит. Секонда, Том Браун, Баленсиага, Ком де Гарсон, Андеркавер. Какая прелесть! Познакомились сейчас с владельцем этого магазина. Решили к нему зайти. Видите? Купила в Казани в студию Слово, он знает этих ребят. Зацените, какая огромная Баленсиага. Просто гигантская. Буквально новогодняя игрушка. Просто гигантская Баленсиага. Все cancel Баленсиага, мы нет. И Семияки. Я вам, походу, буду снимать магазины с улицы, потому что внутри не разрешают. Так, это мы пришли в Ком де Гарсон. Не знаю, конечно, смогу я вам то что-то снять, не смогу, но постараюсь. Джуния Ватанаbe. Решила я померить здесь Ком де Гарсон. Мне кажется, он здесь просто в разы дешевле. Блин, офигенная. Но немножко не моя тема. На худых лучше. Блин, какое крутое. Блин. Лес! Курилка такая красивая, смотрите. Ходим по магазам, как на себя. Здесь столько всяких крутых брендов, но снимать в магазинах практически нигде нельзя. Мы пришли в раменную. Ребята заказали рамен, я рис с кетчупом. Без бульон вкусный. Да? Я не заказала, потому что бульон на свинине. Yes! Oh, Ой! Ой! Вот это Прада! Ребят, чисто фоточки блогерские пилить тут. Как красиво. Ой, какой красивый тут Chrome Hearts. Очень красивый магазин. Капитальный шопинг.
пиджак, тренч. Очень большой выбор. Кладбище, листва, красота. Ну что, делаем распаковку? Такой вот лонгслив бренда Saint. У нас это все очень дорого стоит, а здесь 15 тысяч и еще tax-free. Сколько в России? Не конкретно такой, но этого бренда. 50 тысяч, считай. И на день рождения я себе купила платье Comme des Garçons. Оно тут, я даже не знаю, как это назвать, вот такой формованной юбкой, как будто клеенка вставлена. Короче, прикольно. С кепочкой Ямамото. Тоня, describe your outfit today. Сколько сегодня. стоит ваш? Нисколько. Так, бомбер. Так, бомбер я не знаю. Сегодня мы купили японский бренд. Давай посмотрим бирочку. Фейс. Джинсы. Y Project. Гайда. Легендарного. И ботиночки. Ну что? Так, ну что, мы идем на какой-то перформанс. Надеюсь, там можно будет снимать. У меня знакомый жил здесь 2 года, что ли, посоветовал сходить, так что идем. Мы пришли на перформанс. На перформанс пиво раздают. Расскажи о своих впечатлениях после перформанса. Поняли, да? Мне очень понравилось. Где я еще такое смогу увидеть? Его лицо как хоррор. Подмерзли Это разве с фасолью? Это, по-моему, Да. с красной икрой. Да, с красной икрой. Russian напиток. Просто понюхай. Просто понюхай. Ну, так, что видно было вот эту отчебучку. А зачем напить? Да есть запить эту тему? Ну не то, чтобы вот так вот я сейчас хапкал. Чем? Он на камеру работал. У меня аж слезы. Просто маленьким глоточком. Пахнет прям от души, вот как надо. Мне даже... Прям не... Давай еще. Не, ну... Ой, не то, чтобы хочу, но не прям. Но мы не можем успокоиться, меняем деньги. Потому что уже на грани, чтобы забрать эту сексуальную штучку. Скрываю! Аккуратней, голову сломаешь. Вау. Вот знаете, в России очень не хватает сексуального образования. Мне кажется, его точнее просто нету. На уроках ОБЖ мы автоматы разбираем, а про то, что нужно защищаться, если такое, ноль информации. А СПИД в России, если что, очень распространенная болезнь. Аж присел! Короче, гуляем. Сегодня 5. Всю неделю здесь все просто ходят, как с иголочки. В метро не разговаривают, в курилках не разговаривают. И сегодня пятница. Все вачелло. Все с такими рожами. Забавный народ они. Тут по вечерам вот такие плакатики нарисовались. Что за движ? Непонятно. Наверное, какой-то интимного характера.
что мы приехали в Киото. Вот так выглядит наше жилье в Киото. Прикольно. Ой, как забавненько, очень мило. Давай. В туалет, типа? Ну, во-первых, тут надо голову пригибать, ну, значит, а во-вторых, вот так садишься аккуратненько, ножки так. Я прям, ну, И все, давай. давай. Я сейчас покажу ванну, чтобы люди понимали масштаб. Закрой. Не, ну прикольно в целом, конечно. Прикольно. Да не, это да. Стульчики. Тут и душ, и ванна, да, типа? Сколько потолки метров? Ну, тут высокий. Не знаю, 2,5. Может, 2. Ты на Макса 100-500 еще похож, если честно. Да? Ну, под этим светом как-то. Здорово. Здорово! Так, в Киото мы живем в районе Ебисучи. Так, мы купили Положи. онигири, сосиску в тесте. Ин. Сначала вот циферка 1, потом 2, потом 3. Так, надо вот это до конца оторвать. Вкусно? Гуляем по Киото. Здесь, конечно, вообще другой город, другие люди. Прикольно. Билет не дешевый, не Сапсан, а Широками, что-то как-то так называется. Я считаю, это стоит того. Завтра поедем в парк с оленями. Очень жду. Прикольно, что по улицам здесь просто вот в таких нарядах ходят. Так в целом люди все выглядят очень опрятно. Просто посмотрите. Не сказать бы, что как-то прям супер, но просто очень чистенько, опрятненько. Как хорошо, что все мужики практически ходят в широких штанах. Никаких облепонов, узких вот этих вот ужасных джинс, как любят у нас в России, в Европе тоже ходят. Смотрите, вот как нужно одеваться. Очень стильно. Так, ну наша компашка не может без магазинов. Первым делом приперлись в Capital. Ура! Мы нашли этот свитер. Подожди, покажи, сколько у нас он стоит. Не знаю, нет просто. Чисто все деньги просрали. Я зато в Бомбере. Сказать нереально себе. Не, вот люди живут же, а. Погодка в декабре. Это кайф, а. They're kissing a lot. Kissing all the time. Our poodles kissing all the time. Every person. He loves this. Yeah, same. This is Labradoodle! Что-то поднадоело. Вот эта рыба, рамен. Тем более рамен тут только на свине. Поэтому старый добрый бургер. Так, ну что за... Так, ну что? Юникло. А тут, наверное, дешево все должно стоить. Вдруг что-то прикольное есть, да? Прикольно, что у них всякие коллекции. С Лувром, с Момой, Дживи Андерсон. Берем футболочку какого-то дизайнера, художника. Я не знаю, ничего не понимаю в этом. Ой, кто это? Сразу захотелось еще одного взять. Да?